Всем нам хорошо знаком знаменитый литературный персонаж граф Дракула. Кровожадный маньяк-убийца, живущий в мрачном замке на вершине скалы. Мир обязан этой знаменитой историей ирландскому писателю Брэму Стокеру, перу которого и принадлежит роман о графе Дракуле. Недавно на экраны кинотеатров вышел очередной голливудский блокбастер, в котором граф Дракула продает свою душу дьяволу, чтобы в обмен получить бессмертие и силу, став вампиром. Однако мало кто задумывается о том, что у литературного персонажа Стокера есть вполне реальный исторический прототип, которого звали Влад Цепиш. Влад Цепиш был правителем маленького княжества Валахия, расположенного на территории современной Румынии. Но был ли в действительности Влад Цепиш жадным до крови маньяком-психопатом? Был ли он вампиром, или это всего лишь красивая легенда? И что в этой легенде правда, а что вымысел? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, мы отправимся с вами на территорию современной Румынии. Мы посетим Сигишоару, маленький городок, в котором родился Влад Цепиш, а также замок Бран, который связывают с именем этого человека. Итак, приступим! Путешествие по Румынии начинается с ее столицы, в которой расположен единственный международный аэропорт страны. Однако уже спустя полчаса, которые мы провели в этом городе, мы решили, что Бухарест нам совершенно не нравится. Столица Румынии оказалась настолько обшарпанной и нищей, что местами возникало навязчивое ощущение, будто бы мы оказались в городе, который еще совсем недавно подвергся бомбардировке. Только вот бомбило город нещадное время, а не мины вражеской авиации. В Бухаресте оказалось огромное число нищих и бездомных людей. Они попадались нам буквально на каждом шагу, на каждой улице, мирно посапывая в своих грязных одеялах, совершенно равнодушные к окружающей их суете. Вот вам и Евросоюз. Оказывается, не везде он такой зажиточный, как в Германии или во Франции. Зато в Бухаресте оказалась самая прогрессивная полиция. Стражи порядка, катающиеся на сегвеях, такого я еще не встречал нигде. А вот политики здесь борются за власть и обещают населению золотые горы точно так же, как и в любой другой стране мира. Итак, если вы будете проездом в Бухаресте и решитесь повторить наш маршрут, то учтите, что в городе большой дефицит с обменом валюты и с хорошими ресторанчиками. Поэтому рекомендую вам запастись местной валютой заранее и не игнорировать первый же попавшийся, более-менее приличный ресторан. А мы тем временем отправляемся в следующий пункт нашего назначения – в город Сигишоару, известный тем, что именно здесь родился знаменитый Влад Дракула. Итак, дорогие друзья, мы сели на поезд из Бухареста и направились прямиком в Сигишоару. Это маленький, провинциальный, но очень красивый городок.
Вокруг здесь царит прямо настоящее средневековье. И сейчас мы вам его немного покажем. Сигишуара. Старинный маленький городок, затерянный где-то в Карпатах. Попадая сюда, теряешь связь с реальностью, с огромным внешним миром, который остается где-то там, позади, бушующий, суетной и враждебный. Здесь, на узеньких улочках, среди старинных домов, на залитых солнцем площадях, оживает средневековье. Кажется, что вот-вот, из-за какого-нибудь переулка, появится величественная конная процессия, сопровождающая князя Валахии, и ты вдруг провалишься в прошлое, разом превратившись в странствующего пилигрима. Именно такие мысли посещали меня непрерывно с того самого момента, когда я сошел с городского вокзала Сигишуары. И как можно не размышлять о давно минувших временах и непростой судьбе Влада Дракулы, когда гуляешь по этим старинным улицам? Вся атмосфера, абсолютно все здесь живет памятью об этом знаменитом герое легенд и сказок, а голова так и кружится от осознания того, сколько поколений людей бродило по этим улицам. Такое ощущение, что некоторые дома здесь сохранились еще с 15-16 веков. Не знаю, так ли это на самом деле, но вот этот дом, как подсказывает нам табличка, сохранился аж с 19 века. В конце осени 1431 года в семье Влада II, правившего в то время Валахией, родился второй мальчик, которого в честь отца тоже назвали Владом. Родился он именно здесь, в этом городе. В те далекие времена Сигишуара кипела жизнью. Город представлял из себя политический и деловой центр Трансильвании. Здесь избирались князья, чеканилась монета, хранилась казна. Существует версия, что Дракула означает «дьявол». Многие ученые, впрочем, опровергают это утверждение. В далеком 15 веке, когда маленькое княжество Валахия находилось в вассалитете у Венгрии, венгерский король Сигизмунд I учредил рыцарский орден, который был призван защищать его страну от внешних и внутренних врагов. Орден этот назвали Обществом Дракона, а поскольку Влад II, отец печально знаменитого графа Дракулы, вступил в этот орден, став одним из самых значимых его членов, то сын его и вошел в историю как Дракула, что означает «сын дракона». Вот, по преданию, в этом доме родился знаменитый граф Дракула. Сейчас здесь находится ресторан, который мы и собираемся посетить. Двери, как всегда, скрипят. Если лицо графа Дракулы, в принципе, до наших дней дошло достаточно детально, то, что касается его отца, только вот такая фреска и все. В то далекое время Румынии как государства еще не существовало. Территория современной Румынии представляла из себя раздробленный конгломерат независимых княжеств, одним из которых и была Валахия. Путь феодальной раздробленности проходили в те времена многие государства. И наша Россия, и современная Италия, и Германия, и даже Англия. Румыния тоже не стала исключением. В основном она представляла из себя два главных независимых политических центра – Валахию и Трансильванию, постоянно живших в напряженном соседстве друг с другом. Трансильвания – область вольных городов, затерянных среди гор и лесов. Благодатная земля, которую однажды заселили немцы, основав здесь независимую торговую республику. И Валахия, располагающаяся южнее, и всю свою долгую историю боровшаяся за независимость с венграми. Но однажды все изменилось.
В 1453 году пал Константинополь, последний оплот христианского мира на Ближнем Востоке. В то время это была сенсация. Эта новость была подобна разорвавшейся атомной бомбе. Теперь огромные полчища османских орд, никем более не сдерживаемые, устремились на север, в Европу. Первым государством, оказавшимся у них на пути, и оказалась Валахия. Не имевшая таких сил, чтобы сопротивляться огромному турецкому натиску, Валахия была вынуждена покориться. А несчастный валашский князь Влад II должен был смириться с требованием турецкого султана и отдать своих младших сыновей, Влада и Раду, на воспитание туркам в качестве заложников. В то время зарождавшейся турецкой империей правил Мурад II. Это был крайне жестокий правитель со склонностью к педофилии. До поры до времени с мальчиками обращались почтительно, в соответствии с их высоким статусом. Однако маленькие пленники каждый день были вынуждены наблюдать за страшной свирепостью, царившей при турецком дворе. Ежедневные казни христиан, которых заживо сажали на кол, были обыденным делом. Когда нашему герою исполнилось 17 лет, он узнал, что местные бояре убили его отца. Его старший брат Мирча и вовсе был похоронен заживо. Его семья стала жертвой политических интриг и борьбы за власть. Султану необходимо было как можно скорее восстановить в Валахии свое влияние, а потому он отпускает Влада на свободу, посадив юношу на княжеский престол, но с одним очень важным условием. Влад должен сохранять покорность Османской империи. Так Влад III и становится правителем маленькой Валахии. Сейчас ничего в спокойной и размеренной жизни городка не напоминает о тех жутких далеких событиях. В Сигишуару приезжают туристы, скупают сувениры с символикой графа Дракулы, которых тут предостаточно. Но тогда все было совсем по-другому. Когда Влад Дракула вернулся на родину, став ее новым правителем, Валахия предстала перед ним раздробленной, истерзанной разбойниками и алчными боярами, рвавшими ее на части. Влад Дракула быстро восстановил в стране порядок, и сделал это он тем же самым способом, которому научился у турок. А потом, тем же самым способом, он и отомстил боярам, так жестоко убившим его отца и старшего брата. Всего за 4 леи, что составляет примерно 60 рублей, в знаменитом ресторане вам покажут комнату Дракулы. Кроме заезженного гроба и порядком приевшейся атмосферы ужастика, в этой комнате можно увидеть одну довольно занимательную картину. Мы попали в комнату, где якобы родился Влад Цепиш. Первое, что бросается в глаза, это картина, на которой изображено, как Влад Дракула обедает в компании своих умирающих врагов, посаженных на кол и медленно сползающих вниз. В общем, жутковатое зрелище. Я думаю, что реально Влад Цепиш кровь, конечно же, не пил, но то, что он любил сажать на кол своих противников и восстававших против него бояр, я думаю, что это вполне реальная история. А в остальном, в принципе, обычное помещение с жутковатой играющей музыкой и большим гробом в соседнем зале. И, конечно же, везде скульптуры, изображающие Влада Дракулу. Именно вследствие того, что Влад Дракула практиковал этот новый вид казни, неизвестный ранее европейцам, турки и дали ему второе прозвище – Цепиш, что означает «сажающий на кол». Но если граф Дракула был такой кровожадный и злой, тогда почему же в Румынии ему повсеместно ставят памятники и почитают как национального героя? I'd pay the
мы приехали с вами в Брашов. Удивительный город. Здесь очень уютно, красиво, чистенько, опрятно. В отличие от грязного, замусоренного Бухареста, этот город просто поражает своей чистотой, опрятностью. Вообще удивительно, насколько столица может быть безобразна, насколько провинция может быть прекрасна. Пойдем гулять? Брашов – очень древний город. Его история уходит корнями в темные века Средневековья. А еще это один из самых крупных городов Румынии. Численность населения Брашова составляет около 300 тысяч человек. Несмотря на маленький и довольно уютный центр, сам город сильно разросся, и путь от вокзала до городского центра занимает около 40 минут. На гербе города изображена корона. Впервые город упоминается в летописях именно под названием Корона. Брашов – это настоящая корона Трансильвании, а в туристических путеводителях его любят называть румынским Зальцбургом. В начале 13 века в город пришли саксы. Немцы сразу же взяли дела в свои руки. Город стал процветать и богатеть день ото дня, благодаря оживленной торговле. Поэтому неудивительно, что главная площадь города когда-то носила название Рыночной. В наши дни, впрочем, от оживленного делового центра остались разве что эти маленькие красивые домики, да туристы, неторопливо прогуливающиеся мимо. Гуляя по Брашову, мы вышли на центральную площадь города. Очень красивое, подлинно европейское место. И здесь мы нашли настоящий Нотр-Дам. С площади открывается вид на замечательный румынский Нотр-Дам. Это так называемая Черная церковь. И, конечно же, она протестантская. Сбоку от входа каменный Йоханнес Хантерус, знаменитый церковный проповедник, грозно указывает куда-то вдаль. А вот памятников Владу Дракуле здесь я не заметил. Да это и не удивительно, ведь если в Валахии знаменитый граф является героем, то для Брашова он скорее завоеватель. Трансильвания постоянно давала прибежище его политическим врагам, стараясь ослабить своего южного соседа. Перед своим главным противостоянием с турецким султаном Влад Дракула совершил карательный поход на Брашов, который оказался для него довольно успешным. А еще где-то здесь, по маленьким улочкам Брашова, бродила Катрина, первая любовь легендарного князя, девушка из незнатной семьи ткачей, которая поразила Влада своей красотой. К сожалению, этим людям было не суждено провести жизнь вместе. Увы, но даже валашские князья не принадлежали себе. Однако Влад сохранит эту любовь в своем сердце на протяжении всей своей жизни. И по сей день туристы, если очень постараются, могут отыскать сохранившийся дом Катерины, постоять напротив неприметного фасада и заглянуть в окна, за которыми когда-то располагалась ткацкая мастерская. А мы тем временем направляемся к фуникулеру, чтобы попасть на смотровую площадку Брашова. С вершины горного плато открывается замечательный вид на исторический центр города. Вот, нашли настоящий склеп, где ночью спят вампиры. Но поскольку сейчас день, здесь довольно тихо и пусто, никого нет. Насладиться Брашовым мы, к сожалению, не успели. До заката нам надо спешить в замок Бран, иначе проснутся вампиры, и тогда нам не сдобровать. Ну вот мы и приехали в замок Бран. Этот рынок, все, что окружает этот замок,
Вообще от Брашева ходят автобусы до замка, но мы что-то не нашли автобусы, и поэтому решили взять такси. Я вам хочу сказать, что местное население просто процветает здесь, судя по размаху торговли, а в Хэллоуин, я думаю, они собирают двойные и тройные прибыли. Замок Бран часто называют замком Дракулы. На многих туристических сайтах он обозначается именно так. Но если разобраться, что к чему, то становится совершенно очевидным, что знаменитый Влад Дракула не имел к этому месту почти никакого отношения и уж тем более здесь не жил. А все рассказы об этом замке, как о месте обитания знаменитого вампира, не более чем плод фантазий все того же Брэма Стокера и хорошая маркетинговая уловка, благодаря которой замок обрел знаменитость, а в регион потекли деньги от туризма. К слову, туристов здесь действительно много. Шныряющие толпы китаянок со своими лопатами-телефонами, снимающие каждый дюйм замка на фото – это типичные будни любой европейской достопримечательности. Конечно, если вы рассчитываете приехать сюда и увидеть живое воплощение мрачного пейзажа из открыток про Трансильванию, вы будете глубоко разочарованы. В будничной суете замок настолько быстро проносится мимо вас, что, садясь в машину и покидая это место, вы невольно начинаете задумываться, а был ли я здесь вообще. В первую очередь, развенчивая миф о принадлежности к этому месту Влада Цепиша, разочарует будущих туристов. Резиденция реального Влада Дракулы, а не мифического вампира, находилась совсем в другом месте, а именно в Тырговиште. И это неудивительно, если учесть, что замок располагается на территории Трансильвании, которая была самостоятельной политической единицей. Поэтому толпам туристов, ежедневно прибывающих сюда, замок обязан перу Брэма Стокера и Голливуду, который прочно закрепил в сознании людей это место, как обитель знаменитого вампира. Что касается подлинной истории, то Бран был построен с целью охраны торгового коридора, соединявшего Валахию и Трансильванию, и представлял из себя таможенный пост. Место постройки было выбрано не случайно. С этой скалы, которую очистили от леса, открывалась ясная панорама на границу. В декабре 1920 года, когда замок уже давно утратил свое важное стратегическое значение, город подарил его королеве Марии Эдинбургской в знак благодарности за ее участие в объединении румынских провинций. С этого года замок становится частной собственностью королевской семьи и превращается в летнюю резиденцию. И все-таки знаменитый граф Дракула имеет отношение к этому месту, пускай даже и чисто символическое. В средние века в замке располагался саксонский военный гарнизон. Согласно летописям, дошедшим до нас, Влад Цепиш был заключен в одну из комнат этого замка в качестве политического пленника. Пробыл здесь Влад Дракула всего 2 дня, и больше никогда в течение всей своей жизни он в этот замок не возвращался. Ну вот и подошла к концу наша поездка по Румынии. Конечно, за 4 дня, что мы там пробыли, мы не смогли увидеть полностью эту страну. Что касается биографии Влада Дракулы, то вполне естественно, что всю историю его жизни в формате данного видеофильма я рассказать просто не могу. Да это и не нужно, потому что этот фильм сделан именно о поездке в Румынию. А историю Влада Дракулы вы сможете узнать в другом моем интернет-проекте, если подпишетесь на подкаст «История европейской монархии». Обещаю, что в скором времени я сделаю серию передач, посвященных этому легендарному князю. Но если это видео заинтересовало вас, тогда не откладывайте эту поездку. Потому что, поверьте мне, красивых мест и живописных пейзажей там более чем достаточно. А история этого региона крайне интересна. Однако будьте готовы к некоторому дискомфорту во время поездки. Прежде всего, поезда. Не стоит заморачиваться и бронировать все железнодорожные направления заранее. Потому что сайт у железных дорог Румынии достаточно сложный, запутанный и, честно говоря, я не разобрался в нем. И не знаю, есть ли там функция онлайн-бронирования билетов. Билеты во все популярные туристические направления можно совершенно спокойно купить на месте, приехав в Румынию.
Требовательным и капризным туристам вряд ли стоит ехать в Румынию, потому что на месте вы можете столкнуться с рядом неожиданностей, и первая из них – это довольно оригинальные румынские поезда. Честно говоря, когда я их впервые увидел, у меня возникло ощущение, что это поезда 19 века, которые до сих пор топятся угольным топливом. Несмотря на то, что Румыния сама по себе маленькое государство, железные дороги там нельзя назвать скоростными. Возможно, это связано даже не с устаревшей железнодорожной инфраструктурой Румынии, а просто в силу специфики ландшафта. Все-таки Румыния – это горная страна, и вполне очевидно, что где-то железные дороги приходится огибать горные массивы, а где-то, возможно, проезжая через болотистую местность, поезда чуть замедляют скорость. Отдельно хочу упомянуть про свой опыт получения румынской визы. Румынское посольство очень тщательно проверяет документы российских граждан, и подать документы с первого раза мне, к сожалению, не удалось. Подавать документы мне пришлось целых 3 раза, и только с 3-го раза их у меня приняли. В первый раз мне было отказано в приеме документов по причине того, что я должен был предварительно заполнить визовую анкету на интернет-портале румынского посольства, что, признаюсь, мной не было сделано, потому что я невнимательно ознакомился с информацией на сайте. Во второй раз мне было отказано, потому что я должен был еще загрузить сканы всех документов, которые я прилагаю к своей визовой анкете. Но вот этого требования я уже точно на сайте румынского посольства не видел. И только с 3-го раза, выполнив все 2 предыдущих условия, мне удалось подать документы. Честно говоря, я даже не знаю, с чем связана такая сложная бюрократическая процедура. Если вы спросите меня, понравилась ли мне эта поездка, я отвечу «да». Если вы спросите меня, захочу ли я снова вернуться в Румынию, я отвечу однозначно «да». Румыния – это очень интересная страна, которую стоит для себя открыть. На этом, пожалуй, все. Следите за другими моими путешествиями и открывайте вместе со мной для себя новые регионы и интересные страны. До свидания. Sunt român, dar îmi e bine și nu contează dacă tu vorbești urât de mine. Nu mă cunoști și nu știi prin ce-am trecut, cât te-am văzut și ce-am făcut să fiu acum ceea ce sunt. Lumea se întreabă dacă Bob Taylor e fix, da. Nu ai vrut deja vu, sunt chiar eu în fața ta și avem